Двух маленьких и очень худых щенков сидели возле трассы. Они прижимались один к другому. На вид им было где-то по 3 месяца. Их бросили тут всего лишь пару минут назад, выбросив из остановившейся машины. В какой-то глуши, очень далеко от ближайшего города или хотя бы деревни. Щенки растерялись, они не знали, что им делал. Их окружали лес и трасса, по которой без конца на огромной скорости неслись машины. Все это очень пугало щенят, заставляя их прижиматься к земле изо всех сил. Но малышам повезло. Мимо как раз в этот момент ехали волонтеры. Они очень удивились, ведь еще совсем недавно, когда их путь лежал в обратном направлении, никаких собак у дороги не было. Кто-то из стоящих неподалеку водителей подсказал, что щенков оставили здесь совсем недавно, и 10 минут не прошло. Понимая, что щенков нельзя оставлять в таком положении, волонтеры забрали их с собой и отвезли к ветеринару. Щенки дрожали всем телом и испуганно косились в сторону спасших их девушек. Они явно опасались, что их могут разлучить друг с другом. В ветеринарной клинике щенки все еще вели себя крайне осторожно. Они вжались в стол. Маша старалась спрятаться за спиной своего брата, а Саша закрывал ее собой, пытаясь оградить от потенциальных опасностей, несмотря на то, что сам был напуган не меньше. У обоих щенков нашли пироплазмоз. Если бы их не подобрали сейчас, то долго бы малыши не прожили. Им очень повезло, что волонтеры случайно наткнулись на них. После клиники собак должны были забрать к себе волонтеры. Но в тот же день к ночи они сообщили, что не смогут сделать так, как обещали. Мол, решение было опрометчивым, а обстоятельства изменились. Сказали, что нет никакой возможности. Получалось, что щенков придется отвезти в один овраг, где есть будка, в которой они могли бы переночевать. Ведь в человеческом доме им не нашлось места. Получается, что малышей предали не только хозяева, бросившие их у дороги, но и волонтеры, которые пообещали дать приют, а потом передумали. Ни в коем случае нельзя было оставлять этих собак во овраге. Они нуждались в уходе и лечении, ведь их заболевание было достаточно серьезным. Слишком рискованно оставлять их на холодном ночном воздухе. Кто знает, что может произойти в такой ситуации. В итоге, теплое место нашлось в арендованном доме у другого волонтера. Там жило много других животных. Именно поэтому эта идея никому не казалась хорошей, состояние и без того больных щенков могло лишь усугубиться от контакта с другими бродяжками. Но выбора уже не было, это оказалось единственным вариантом приюта. Если бы малыши остались на улице, они могли бы и не пережить эту ночь. Глядя в их жалобные глаза, никто не смог поступить так жестоко. Щенки переночевали в доме, где их согрели и покормили. Маша и Саша спали рядом, обнимая друг друга. К утру они уже не так опасливо относились к людям и даже позволили себя погладить. Щенки даже почти перестали бесконечно прятаться за спинами друг друга. Это не могло не радовать волонтеров. Выглядело все так, как будто этих малышей никто никогда не любил, как будто им приходилось переживать лишь невзгоды и холодное отношение от людей. Щеночкам за их короткую жизнь пришлось столкнуться с множеством испытаний, которые порой не под силу и более взрослым собакам.